Всем привет, вы на канале Apollo Games, и это обзор достаточно большого обновления по игре The Beast of 9500. Добавили они спинозавра, гигантозавра и птеродактиля. Спинозавр даже двух вариантов, на 4 ногах, вот сейчас он, и на 2. Так, где он тут? Вот он. Угу. То есть передние лапы просто висят. Но здесь они кое-что не доработали, сейчас мы это посмотрим, сначала сравним тут все. Например, спинозавр, смотри, у него параметры точно такие же, как у сарказуха. Гигантозавр, вот такой вот он, и да, он, смотри, как меньше. Но я сейчас тоже покажу почему. Опять же, это баг. У гигантозавра тоже такие же параметры абсолютно. И, ну да, зачем нам баланс? Зачем он вообще нужен? Просто те же самые параметры сделаем и все. И что самое еще интересное, у птеродактиля те же самые параметры. Не, я могу, конечно, понадеяться, что это тоже какой-то баг, и тут просто неправильно отображается, но что-то мне подсказывает, что это не так. Потому что еще и выходил хотфикс уже после этого обновления, который убирал 50 тысяч хп у птеродактиля. И ему сделали 20 тысяч хп на фулл-адолте. Это очень все странно. Так, давай я, наверное, сначала покажу спинозавра на 4 ногах. Так, тут еще скины у нас есть, да. Вот зеленый вроде как неплохой. Ну, вот так вот. Эти примерно все одинаковые такие. Землянистого цвета. Давай за зеленого начнем. Ух, меня телепортировало. Правила сервера уже какие-то появились. Это тоже достаточно неплохо, потому что ребята собирают постоянно мега-паки. То есть они там сидят человек 20, например, на водопоев, и все в пати. И фиг ты подойдешь одиночкой к ним. И ну и вот вы уже, наверное, заметили. Анимацию хождения, да, он вроде как типа идет на 4 ногах. Передвигает передними лапами, но... во-первых, передние ноги никак не привязаны к земле. Передние, если я сейчас найду какой-нибудь камень или сильный склон, они будут в воздухе висеть, пока я иду. Я сейчас, конечно, постараюсь это сделать. Ну и вообще, на вывернутой кисти идет он. Это что вообще? Не знаю, может, конечно, ему так удобней, но я что-то сомневаюсь. Ну, короче, они по-любому просто не доделали и уже выбросили это. Не смогли они сделать, чтобы ко всем 4 лапам было привязано. Хотя, казалось бы, какие проблемы. Если вы брахио сделали, хотя не факт, что у брахио привязано нормально все. Не получается у них, короче, передние ноги привязывать к земле, потому что вы тоже заметили, когда я играл за сарказуха, то что когда я встал на камень, передние лапы просто висели в воздухе, и выглядело это не очень. Ну и вот, то есть... Так, ты как-нибудь давай развернись. Ну, то есть все, передние лапы, они просто проходят сквозь текстуры. Вот, например, я сейчас зашел в камень. А как только задние лапы... Ох, что-то тебя вообще, да, плющит. Вот, мне кажется, камень намного удобней, чтобы показать это. Передними лапами я прохожу, а потом как только задние уже соприкасаются, да и то в воздухе они даже висят. Очень странно, но... Играть за 4-лапого спинозавра сейчас неприятно. Смотреть вот на эти лапы, это ужас какой-то. Но круто, что они сделали ему хвост-плавник. Мне так кажется. Ну и давай-ка мы сделаем возрождение. И сейчас я покажу гигантозавра. Они, кстати, да, крики не проверил, но с другого спинозавра проверим. Это без разницы. Вот гига. Давай скины пощелкаем. О, красный какой-то. Неплохо. Давай вот с красной мордой и землянистым цветом сделаем. Но если у него с анимацией вроде как все в порядке, то внешний вид, я даже не знаю, каким он должен быть. Вроде как у Гиги должны быть шипы только на шее. Или просто я уже переиграл VIL, и мне так кажется, но... Да, конечно, там разные версии постоянно про этих динозавров, как они должны выглядеть. Но Гига выглядит немножко странновато. Ну и давай проверим крики. Анимация неплохая, и звук не какой-то там паровоза, как мы проверяли у сарказуха, а именно, ну, вроде как что-то похожее на динозавра. Ну вот этот странный, это на 2.
Но это агрессивный на тройку, и на четверку нету. Это на F. Вот так вот как-то. И почему он меньше остальных в менюшке? Потому что он просто залаганный. Смотри, я нажимаю возрождение. Он умирает и становится меньше. То есть, когда я в игре, он своего нормального размера. А в менюшке почему-то меньше. Вот так вот странно сделано. Ну и вот птеродактиль. Такой. Даже не знаю. Это что вообще? Волосы какие-то? Или мох растет на нем? Ну, может быть, это перья. Не знаю. Так, скины. Во, неплохо. Давай начинать за него. Сейчас полетаем, посмотрим. И как раз-таки обсудим то, что... Нифига себе, спинозавр умер. Добавили новую карту. То есть, ту убрали, и это называется что-то там... Титанленд, что-то в таком духе. Только вот это вот что такое, мне интересно. Это... Тут типа река должна была быть, но ее нет, да, еще? Что? Да, реку просто не доделали, видимо. Это странно. Ну да ладно. В итоге мы имеем новую карту, и она размерами намного меньше, чем предыдущая. Если по предыдущей ты мог минут 40 ходить и... ну, никого не встретить. Я так делал на сервере, где было 100 человек. 100 человек. 40 минут ты идешь, никого нету. То тут, конечно, уже можно встретиться. Сейчас я заберусь на самую высокую точку. Анимация полета, но опять оставляет желать лучшего, конечно. Просто такой машет крыльями и все. Аэродинамики какой-то вообще не чувствуется. Да. Не чувствуется то, что ты летишь. То, что вообще как-то с воздухом соприкасаешься, не знаю. Это нужно дорабатывать, потому что в летных это одно из самых главных, как мне кажется, вещей. Ну и вот самая высокая точка. Правда, с дальностью прогрузки не все очень хорошо. Но это примерно вот вся карта. Вон там, ну и вон там. Ну и вот опять же, если я начинаю снижаться за птеродактиля, я вроде как набираю скорость, а когда выпрямляюсь, у меня снова стандартная. То есть, что? Я же вроде как набрал скорость, и если я выровнялся, то хотя бы какое-то время я еще должен лететь с той скоростью. Ну, типа... Эх... Залетных, что в Виайле, что здесь, что-то вообще не так. Ну, то есть, они как-то не готовы к этому, как мне кажется, потому что и дальность прорисовки, ну, то есть, вот, я сейчас, если кто-нибудь внизу прячется в каких-нибудь кустах, то я буду прекрасно его видеть, потому что дальность прорисовки травы, ну, никакая. То есть, вон, голая суша и, блин, она еще и квадратная какая-то, отвратительная. Вот тут снова реки недоделанные, да? Или это типа каньоны какие-то, или что это вообще? Ну и давай выберем спинозавра и пойдем побегаем по карте. А вот, кстати, я сейчас подхожу, трава начинает прорисовываться, и они, видимо, сделали не как на прошлой карте. На прошлой карте кусты были достаточно высокими, и в них можно было спрятаться, а тут прям... Ну, они еле как торчат из земли, да? Вон каркастик лежит, сейчас пойду заберу его, наверное. Они еще исправили звук вот этого вот заполнения черепа внизу справа, что очень хорошо. То есть я его сейчас вообще не слышу. Раньше он прям бил по ушам, и было неприятно. Ну и давай крики проверим у спинозавра. Угу. Это было на однерку и на двойку, теперь на тройку. В этой игре нюх как-то очень странно сделан. Я сейчас вот нажимал на Q долгое время и вообще не понимал, нюхаю я или нет. Смотри, вот он просто стоит, да? На Q нажимаю. А, ну да, ладно. Разница есть, и там где-то отдаленно появляется звук нюха. Так, миско, а оно какого-то странного цвета, может быть, оно уже сгнившее? Да навряд ли здесь какие-то отравления уже есть. Я поем, пожалуй. Что неизвестно потом, когда найду мясо. Ну, вот вроде кусты какие-то есть. Ладно, переходим дальше к обновлению. Пока что мы просто ходим, растем. О, Брахио там появился возле реки. Они переделали древо талантов. Сейчас можно выбрать только одну ветку. Не знаю, как это сделано. Скорее всего, вот ты идешь такой, взял рост, и у тебя есть выбор пойти наверх или вниз.
И то есть, если ты наверх пошел, все, ты только дальше можешь пойти, вниз ты уже не можешь пойти. Там еще было уточнено то, что ты даже сколько там не имел бы очков роста, ты не можешь взять все таланты теперь. То есть у тебя только на выбор. Ну, типа как в Бермуде. Так, скорость я сразу прокачиваю. И еще они сделали почти у каждого динозавра, как они написали, окончательный выбор навыков. Вот 3 навыка, которые светятся фиолетовым. Первый это типа сила атаки, сила укуса. Очень много плюсов, то есть очень сильно ты прокачаешь свою силу укуса, если ее возьмешь. И тут дальше идет скорость очень сильная. Это, видимо, другой выбор, то есть если ты его возьмешь, то ты уже силу укуса и скорость эту хорошую не сможешь прокачать. То есть он стоит 1000 очков роста, это стоит 600 и 400, то есть вместе 1000, опять же. Разблокируйте наземный режим. Профильные организмы могут достичь максимального уровня на суше. Я заходил на английскую версию и пытался сам перевести, но там написано примерно то же самое. То есть ничего не понятно из этого. Что? Какой наземный режим? Вы о чем вообще? Ну и тут типа земля нарисована, растрескавшаяся. Это все надо тестить. Ну и у спинозавра еще есть альтернативная атака. Это удар хвостом. Как бы странно это ни звучало. Я бы, конечно, хотел проверить удар хвостом. Не знаю, доживем мы до него или нет. Так, ну и пошли куда-нибудь выживать. Придется присоединиться к Брахио, потому что бежать до другого водоема такой себе. Я очень медленный какой-то. И стамина быстро кончается. Ну и сейчас попробуем поплавать, посмотреть что да как. Насколько быстро я плаваю. Так, у меня же все-таки плавник хвост. И гребень есть, точнее парус. А не гребень. Гребень это у петухов. Давай заходим в водичку. И... ну типа просто плывет на хвосте. Ё-моё, двойная вода. Ясненько, понятненько. Вот так вот. Ну, плывет он очень медленно. Ну, примерно так же, как и бежит. Может быть, при прокачке все будет лучше. Брахи просто стоит, смотрит на меня. Тут сейчас такая проблема возникает. Ты чё кричишь? У меня голод как бы подбирается, а в округе никого, кроме Брахио. Может быть, они не исправили, конечно, баг еще с ростом, то что когда ты апаешься, у тебя восполняются все параметры. Но, скорее всего, Брахио придется убить. Рано или поздно, по крайней мере. Так, тут тоже вода пресная. Двойной водоем? Да, пресная. Так, ладно, все, я тут пока что полежу, просто порасту. Вроде как более-менее безопасно. Сарказух там носится по воде. Одна из причин, почему я не хочу играть в эту игру, это очень глупо, когда Сарказух просто бегает быстрее всех по суше. Ладно, если бы он умел преимущество в воде. Там захват какой-то или еще что-то. То есть такой из воды быстро выпрыгивает, хватает, ну и типа затаскивает. Я еще понимаю. А что? Типа у него и урон дикий, он и бегает быстро. Еще и стамины дофига. Ну, типа такое. Он Брахио уже уходит, потому что видит Сарказуха, знает, чем это грозит. Ну и у меня вроде как там очки роста, да, накопились. 100. Все, я вырос, и параметры, да, восполнились. Они до сих пор это не изменили. Такие вот дела. Так, ну и надо решать, в какую ветку я пойду. То есть в нижнюю или в верхнюю. Скорее всего, в верхнюю, потому что тут вот это вот улучшение обоняния, улучшение способности к лазанию, а тут скорость, улучшение способности восстановления поврежденного состояния, перелом, все дела. Да, это наверх надо идти. И сейчас мы проверим, закроется ли вторая ветка. Прокачивают скорость. Нет, не закрыла. А, вот все. Это все мне теперь недоступно и горит серым. Ну, такое... Хотя, подожди, если бы я пошел, например, через вот эту вот ветку, мне же все равно вот так вот надо было проходить. То есть, я бы потерял 3 скилла, а тут я потерял 5 скиллов. Что? Мне кажется, это не так должно работать. Я думал, хотя бы сила укуса здесь останется. Это очень странно. Так, Брахио что-то вот ко мне лезет, да? Убить меня, наверное, хочет. Какой-то странный парень.
Мне скорости, скорее всего, не хватит его убивать. Че ты орешь? Ну, то есть, его же нужно кусать и быстро отбегать. Но скорость оставляет желать лучшего. Ах, да, и я еще забыл сказать про то, что сейчас изменения боевой системы они сделали. То есть разные части динозавров получают разный урон. И не уточнили, что по части того, как они это реализовали. Ну, то есть, понятно, да? В тело 100% урона, например. В хвост 50% урона. Ну а что там с парусом, с ногами, с головой? Ну, это все должно иметь разное количество урона. Вот и Сарказух еще пришел. Ну тут без шансов, если он побежит за мной, то я от него не убегу. Давай хотя бы встану, если что, буду сразу драться с ним. Он вроде просто переплывает, да? Да. Пока что вроде не агрессирует. Стоп, серьезно, что ли? Я сейчас видел, как Сарказух пил из моря. Они сделали везде пресную воду? Давай я попробую. Да, я могу пить из моря. Да, ну это какое-нибудь, наверное, просто очень большое озеро. И мы не видим других берегов. Я только так это могу объяснить. Ребята развлекаются, чуть друг на друга агрессируют. Этот хвостом бьет, этот кусает. Ну, типа, стоят недалеко друг от друга. Может быть и файт какой-нибудь намутится, Сарказух проголодается. И тут я в навыках кое-что заметил. То, чего я и боялся. Сарказух. То есть они взяли все древо навыков и засунули в спинозавру. И даже не умудрились поменять название. Ох, я, наверное, еще проверю у птеродактиля, так как у него параметры тоже, как у Сарказуха. И если у него будут те же таланты, это будет вообще бред. Ну и я понял, в чем фишка вот этих вот талантов, то что я пошел по верхней ветке, хотя тут меньше типа скиллов. А здесь плюсов больше. То есть вот скорость 4 плюса, а здесь скорость всего лишь 1 плюс. Здесь Bleeding Recovery 2 плюса, а здесь всего лишь 1 плюс. Ну и как бы типа укус одинаковый, да, 2 плюса, но... Из-за улучшения способности к лазанию и обоняния терять скорость и Bleeding Recovery такое себе дело. 198 чуть-чуть не хватает. Вот все. Альтернативный метод атаки мы изучили. Давай вставать. Так, ребята там все еще развлекаются. Друг на друга агрессируют. И на какую кнопку? А, это не удар хвостом. Было написано где-то то, что это удар хвостом, а это удар лапами. А зачем он нужен? Я так, типа, рассчитывал то, что это удар хвостом, чтобы, например, защищаться от тех, кто тебя преследует. Но, если так, ты можешь кусаться и наносить больше урона, допустим. То, когда ты убегаешь от кого-нибудь, то ты хотя бы как-то бы наносил урон хвостом. Да, он был бы меньше, но это хоть что-то. А зачем еще удар лапами? Для чего он вообще нужен? Это странно. Я сомневаюсь, что типа больше урона. Давай проверим хотя бы скорость атаки. Ну, вот так вот он бьет лапами, да? А если кусать? Ну, укус вроде как подольше, да? Делается. Хотя там еще анимация долгая у ударов. Не знаю даже. Это все нужно, конечно, проверять. Ни про что не написано, как всегда. Ну, понятно. Они просто издеваются. Почему у меня теперь написано здесь птеродактиль? Какой птеродактиль? Вы вообще чё? Ну да, скорее всего, у птеродактиля, короче, те же самые навыки. Так, и вроде как где-то здесь летает один птеродактиль, а вон возле Брахио сидит. Давай попробуем его убить. Ну, типа, мясо нужно будет. Привет. Ну, я до него так не доберусь. Успеет взлететь, нет? Давай, атаку лапами. Нет. Слишком медлительный какой-то. Так, ну давай тогда уже дождемся второго роста. И можно будет попробовать Брахи убить. Птеродактиль явно нарывается. Вот, я сейчас его укусил, но... Урон, видимо, вообще какой-то мизерный. Или у него много хп, потому что у него параметры Сарказуха. Что вообще за дичь? Вот опять... А, нет, это он меня сейчас укусил, я просто слышу. Звуки эти все. Типа такая, как кровь разливается. Что-то там налетался, все.
Ну вот, все. Задолбал. Он мимо меня пролетел, наверное, раз 10 пытался цапнуть. Ну вот и мясо есть. Так, давай я его, наверное, отсюда только отнесу. Так, взять. Угу. Отлично. Убийство Брахио пока откладывается. Брахио снова выпендривается, и он меня, если честно, достал. Давай его хотя бы раз укусим. Ну, я укусил. Но он хвостом меня пытается бить. Подожди, а где твой альтернативный метод атаки? Только хвостом умеешь бить? Ну, хвостом ты так по мне не попадешь. Хотя вот так вот может быть. Короче, в лапы просто накусываю, да и все. Ну и давай попробуем альтернативным методом. Так, тихо. Прям под хвост подхожу. Разворачиваемся. Ну все, он сейчас встал в позицию. Я слишком медленный. Так, так, так. Давай. Еще чуть-чуть. Вроде как... Да, вроде как успеваю. Все. И теперь просто такие встаем в него и начинаем просто бить. А, все, он мне перелом сделал, прикинь. А, что? Ну да, он там как-то по хитбоксу попал по мне, но все, это ГГ. Но он вроде как даже не собирается меня добивать. Ясно, теперь я буду знать. Под хвост лучше вообще никак не вставать. Скорее всего, он попал мне по хвосту, что я стоял прям в нем. Ладно, давай, садимся. Отдыхаем. О, как только сел, сразу же перелом начинает проходить. Но он бы 100% меня сейчас убил, если бы хотел это сделать. Поэтому я даже его трогать не буду больше. Что-то он все равно ко мне подходит, да? Давай вставать, пытаться уйти как-то. О, как ты долго встаешь. Ну все, да, опять хвостом меня бьет. Вот, я сейчас повернулся, и да, он по хвосту мне попадал. И поэтому урон наносил. Ух, ё-моё. Давай птеродактиля проверять. И, кстати, я много что прокачал. Опять же, эти переломы, кровотечения и все в таком духе. Но ему я почему-то ничего такого не нанес. А он мне прям с первого удара хвостом. Или со второго. Не суть важно. Так, птеродактиль. Нет, у него совсем другие навыки. Это хорошо. Что это? Увеличите скорость увеличения жизненной силы. Когда состояние улучшится, вы войдете в лучшее состояние быстрее, чем ваш оппонент. А чего? Может быть, это скорость восстановления, да? Ну, то есть, когда ты лежишь и восстанавливаешься, как я сейчас делал на спинозавре. А вот это что такое? Отмена физической нагрузки при подъеме только для летающих видов. 1000. И такое ощущение, что это уже прокачано, да? Подожди. Почему оно горит, как будто уже прокачано? Или оно просто такая светлая иконка? Но это типа, когда поднимаешь, наверное, труп, ты его перестаешь чувствовать как вес. К покупке сейчас снова не рекомендую. Тем более она стоит сейчас 550 или что-то около того. То есть даже не 300, как раньше. И очень сырая игра. Не очень интересно в нее пока что играть, если честно. Зашел за четырехлапого спинозавра проверить его навыки, потому что я подумал, если на том альтернативная атака это удар лапами, то возможно на четырехлапом это удар хвостом будет. И скорее всего так и есть, потому что навыки у него совершенно другие. И окончательный выбор это альтернативная атака, либо Bleeding Recovery. Ну, я бы, конечно, сейчас это проверил, но мне придется часа 4 убить, и серия выйдет уже не сегодня, а завтра. А мне бы не хотелось это время терять, так что мы оставим это на следующую серию. Ну, а на этом я уже буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.